Друзья, всех приветствую! Вы на канале Трудовичков, меня зовут Сергей, и, собственно, давайте потрудимся во благо наших сотрудников. Вашему вниманию предоставляю новую на нашем канале рубрику «Новости охраны труда», которые будут собраны в одноименном плейлисте для вашего удобства. Видео будут посвящены последним актуальным новостям, изменениям, а также новым проектам, которые Минтруд вносит на рассмотрение, и многому другому, связанному с темой новостей по охране труда, техносферной безопасности, пожарной, ГОЧС и так далее. Что ж, давайте начнем. В перечне медицинских противопоказаний к работам, связанным с вредными и опасными производственными факторами, а также работам, требующим обязательных предварительных и периодических медосмотров, произойдут изменения. Главное изменение – уточнение терминологии, особенно в определении степени нарушений слуха. По новым правилам, гражданам, поступающим на работу, будет противопоказаны виды работ, связанные с кондуктивной, нейросенсорной или смешанной потерей слуха от 1 до 4 степени с одно- или двусторонним снижением слуха, а также при глухоте. Для работающих людей противопоказания действуют при потере слуха 2-4 степени или глухоте. Исключение – лица с врожденной или приобретенной тугоухостью или глухотой, диагностированные в детстве до 17 лет. На них новые правила не распространяются. Предполагается, что вступление в силу нового приказа произойдет с 1 сентября 2024 года. Теперь граждане, их представители и работодатели могут обращаться к государству по разным каналам, напрямую, через профсоюзы или другие уполномоченные органы. По заявлению заинтересованных лиц можно исправить ошибку или опечатки в документах поданных. Установлены сроки предоставления услуг для исправления ошибок до 5 рабочих дней, для рассмотрения других разногласий до 30 рабочих дней. Действующий в настоящее время регламент утратит силу. Сотрудники, которые работают во вредных или опасных условиях труда или на транспорте, должны регулярно проходить медосмотры, чтобы оценить их пригодность к работе и предотвратить профессиональные заболевания. Это требование также распространяется на работников декретированных профессий в сфере пищевой промышленности, общественного питания, торговли, водопроводных сооружений, медицинских и детских учреждений. Медосмотры необходимы для защиты здоровья населения и предотвращения распространения болезней. Сейчас медосмотры для обеих категорий работников проводятся по приказу 29Н от 29 января 2021 года. Минздрав предлагает ввести отдельное регулирование медосмотров для работников декретированных профессий. Они будут проходить комбинированные медосмотры, если их деятельность связана с вредными или опасными условиями труда и эпидемиологическими значимыми работами. Планируется, что эти изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года, после чего приказ 29Н потеряет свою юридическую силу. Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минтруда о внесении изменений в перечень работ, при выполнении которых работникам положено бесплатное лечебно-профилактическое питание. Перечень был утвержден приказом Минтруда от 16 мая 2022 года под номером 298Н. В него добавили 24 новых вида работ в сфере производства боеприпасов и специальной химии. Среди них изготовление взрывчатых веществ, порошков, зарядов и воспламенителей, а также производство твердого топлива. Согласно пункту 3 приказа 298Н, такое питание представляется только работникам, чьи должности есть в перечне, независимо от сферы деятельности, организационно-правовой формы и формы собственности работодателя. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года. Производственный контроль на предприятиях организуется и выполняется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 года номер 2168. В зависимости от численности работников и характера деятельности предприятия, ответственность за осуществление производственного контроля возлагается на различных сотрудников. Например, если на предприятии работает меньше 150 человек, ответственность может быть возложена на одного из заместителей руководителя. По численности от 150 до 500 человек контроль осуществляется специально назначенный работник, а при численности более 500 человек руководитель службы производственного контроля. При формировании служб производственного контроля и определении их состава учитываются такие факторы, как количество опасных производственных объектов и классы их опасности, а также количество технических устройств и сооружений на объектах. Изменения в постановлении также определяют обязанности и права работников, осуществляющих производственный контроль, и лица, ответственного за него, в положении о производственном контроле и должностных инструкциях. Согласно постановлению правительства от 13 января 2023 года номер 13, ответственные лица проходят аттестацию только в той области, которая соответствует их должности и обязанностям и в объеме, необходимом для выполнения их трудовых обязанностей.
С сентября 2024 года акты преддекларационного обследования гидротехнических сооружений, кроме судоходных и портовых, будут составляться по обновленной форме. Декларация безопасности гидротехнического сооружения – ключевой документ, содержащий информацию о соответствии сооружений критериям безопасности. Ее содержание, порядок разработки и предоставления в соответствующий орган устанавливает правительство РФ с учетом особенностей гидротехнических сооружений. Перед составлением декларации безопасности собственник или эксплуатирующая организация обеспечивает проведение регулярных обследований сооружений комиссии с участием представителей Ростехнадзора и МЧС. Сейчас используется форма акта преддекларационного обследования, утвержденная приказом Ростехнадзора 4.12.2020 номер 497, а с 1 сентября 2024 года она изменится. В новой форме появится дополнительный пункт 16.4, в котором будет указываться информация о факторах, влияющих на уровень безопасности ГТС, установленных в предыдущей декларации безопасности. Остальные изменения в новой форме носят редакторский характер и не затрагивают содержание документа. Что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Ну, а чтобы я узнал, было интересно и полезно или нет, прошу оставлять обратную связь в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки обязательно. Делитесь нашими видео где только можете. Я буду благодарен. Так сказать, примите непосредственно участие в развитии нашего канала. Ведь вместе мы сделаем мир безопаснее.